Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Квартуя. Под предыдущим роликом мне писали один интересный комментарий о том, что попробуй собрать драконов плюс Свена и ведьмаков. Что я по этому поводу думаю? Я думаю, это в принципе будет очень сильно, но множество есть таких факторов. Вот, допустим, если здесь нет спектры, то, как по мне, это будет довольно-таки слабо, потому что ТБ получается юзлесс, и он может сделать для меня атата. Ну и в целом эта синергия вроде бы как выглядит прикольно, потому что Свену не нужно ману со старта набирать, и он просто будет ходить и ваншотать всех подряд. То есть, по сути, вроде бы как прикольно. Это на бумаге прикольно. И с моим везением, извините меня, я буду эту легендарку ролить, наверное, не знаю, несколько игр подряд как минимум. Короче, ну, не знаю, 50 на 50. Если получится, я, конечно же, реализую и покажу этот момент. Если же не получится, то, ну уж извините, ну, как есть. На сегодняшнюю катку у меня есть пока такая идея. Во-первых, я бы хотел попробовать сыграть на нежичи через керри Траксу. Это первый момент. Второй момент. Мне бы хотелось... What? Что? Это... Это... Я ж не сплю? То вроде нет. Такой подарок со старта. Я сам себе не верю сейчас, а ну-ка. Это что? Я только что говорил до везения о том, что я Свена не найду никогда в жизни. И тут мне такой подарок приходит. Это серьезно? Я немножко не могу отойти от этого шока. Это жесть. На самом деле я бы мог здесь сыграть на мага и дракона. А могу сыграть через, в принципе, механизмов, если они будут приходить. Через мехов попробовать собрать Свена, потом перестроиться в керри зверей. Что я, наверное, так и сделаю. И на самом деле я бы хотел керри зверей собрать. Я думаю, это было бы очень круто собрать керри зверей через вертолетика. Это было бы прям, ну вот... Ты сейчас... Что это? Ты сейчас серьезно? Ну... А теперь я в замешательстве, что я хочу собрать. На самом деле, тогда можно убить, собрать и вообще не париться. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что мне сейчас придут и не убийцы, и я смогу собрать одну очень хорошую сборку, и она звучит следующим образом. Это Ведьмаки плюс убийцы, это будет прям вообще песня. Что мне нужно для этого? Для этого мне нужно собрать убийц. Мы видим, ну, у меня, в принципе, есть для этого начало. И на самом деле я могу собрать сейчас 9 воинов, и я даже не знаю, что будет из этого сильнее. 9 воинов или все-таки 9 убийц. Я думаю, 9 убийц будет намного серьезнее и сильнее. Просто нужен один волшебник. Давно у меня такого не было. Вот очень давно, ребят. Вот... Да ты сейчас прикалываешься надо мной, серьезно? Как? Это за все мои страдания сегодня как бы такой подарок? Такой подгон? За все мои страдания, сколько времени я снимаю? А я не могу... Так, подожди. Смотрите прикол. Добрый вечер. Как дела? У всех все в порядке? Обалдеть. Обалдеть. У меня нет слов. У меня реально нет слов на эту сборку. У меня сейчас 9 воинов со старта. И я смогу сделать 9 убийц в будущем. То есть, просто сейчас придут мне 9 убийц, все, я перестраиваюсь, у меня 9 убийц. И я смогу сделать не только 9 убийц, я могу много чего сделать. Но, по идее, мне кажется, 9 воинов со старта это очень слабая синергия. Я думаю, что намного серьезнее это будет 9 убийц. Вот прям на порядок выше. Хотя на самом деле, смотрите, неплохо они там сами об себя убиваются. Просто минус в том, что у меня ничего нету для 9 воинов со старта. В принципе, можно было бы и вообще 9 воинов собрать, Свена докупить и потом чувствовать себя вообще в ажуре тогда. В таком вот порядке. Но я думаю, 9 убийц будет все-таки поярче. Ну, у меня есть как бы...
А где мой убийца еще? А, вон убийца. А, я не могу 9 убийц поставить. Не могу. Поэтому будем играть через этих ребят. Не могу, потому что у меня стоит вот это вот. Вот это чудо. Сказать, что я в шоке, ребята, это ничего не сказать. Давно у меня такого не было. Я могу и 9 эльфов сделать со старта. То есть у меня сейчас руки просто развязаны максимально. Я могу делать все, что хочу в игре. В принципе, я бы хотел реально сыграть через волшебника. Собрать 9 убийц. И просто разорвать здесь все и вся. Но так же самое я могу собрать и 9 воинов. И тоже разорвать все и вся. А могу и вообще через воинов потом сыграть. Ну не потом, а можно и сейчас, в принципе. Так, Омника я продал, поэтому нет смысла от Омника. От Омника был смысл. Знаете в какой? Я мог на 10-м раунде поставить 6 людей. И тогда бы смысл был на 99% круче. Давайте так. Я играю через убийц. Чел играет через воинов сейчас. Но я буду играть через убийц. И смотрите следующее, что я сейчас сделаю. Мало ли того, что я буду играть через... Нужен ли мне тренд? Ладно, я не буду пытаться собирать сейчас эту синергию. Я все-таки сыграю через убийц. Мне кажется, убийца намного лучше будет, намного сильнее. И потом я перестроюсь в ведьмаков. Шикарная идея? Я думаю, да. 9 воинов, конечно, это сильно, но у меня воины слабенькие, понимаете? У меня есть убийцы, которые намного посерьезнее будут. Но тут тоже чувак на воинах играет. Он, кстати, он сам себя убил только что. Боже, вот это прикольная тема. Мне нравится. И я такое одобряю. Хотя мне звери шли хорошо. Может реально попробовать и через зверей сыграть? Просто сейчас пусть у меня будет такой винстрик. Обалдеть. Я пока оставлю воинов. У меня есть впечатление, что воины мне пригодятся. Ну, такое впечатление есть у меня. И... Не знаю, я, наверное, все-таки тебе закину, Марфу. Пусть он прокатится лучше по всем. Но сейчас посмотрим, будут ваншоты у меня или нет. Но по идее ваншоты будут. Просто мне нужны в двойку персонажа. Главное, чтоб... Не, ну Хрона более-менее хороша сейчас, кстати. Единственный момент это воины. Воины могут меня вынести. Тут еще 2 воина собирается, поэтому мне нужно максимально быстро выходить 10-й, перестраиваться в ведьмаков и просто вынести его без шансов. Привет, стримишь? Привет, не стримлю, а записываю. Поэтому отвечать буду редко. Концентрация. Так. Бога я не буду собирать, сразу говорю. Этого я, наверное, уберу. Этого я уберу. На самом деле, я бы вместо Гриттера лучше поставил сейчас Бога. И сделал бы так. Мне кажется, так намного будет получше, чем до этого. Этих как танков поставлю, в принципе. Не помешает. Есть момент... А, ну я смогу убить. Мне также показалось на мгновение, что я не смогу вынести этих ребят. Ну, что-то мне так почувствовалось, что ли. Мне нужно быстренько 10 брать. И через 10 уровень потом перестраиваться в ведьмачков. И... Что это? Что это такое? Это сейчас шутка какая-то или что? Вы посмотрите, кто ко мне пришел. Вы просто посмотрите на это чудо. Вы посмотрите, кто пришел. Есть барабан войны еще, я сразу смогу крутиться, по сути. То есть, блин, барабан войны, я кручусь сразу. Но есть и намного лучше шмотки, но просто они мне могут не выпасть, и я, наверное, все-таки не возьму барабан войны, чтобы сразу крутиться и криты надавать. Поэтому, да, я выберу такой. Ну, я страховочку выберу лучше, понимаете? Лучше я перестрахую с десяток раз. Сларка я собирать не буду. Я лучше дешевого возьму волшебника, и лучше кого-то буду другого собирать. Я, в принципе, 2 гоблинов бы мог реализовать, но у меня уже 36 монет. Ох! Вы это видели? Боже! Как же это сильно! Не, я хочу рыжего лиса через ведьмаков попробовать собрать. У рыжего лиса огромные минусы. Не спорю, у рыжего лиса
могут ну, есть такие огромные минусы на этот счет весь. Кстати, морф 620 урона, поэтому я лучше танка еще одного поставлю. У рыжего лиса есть огромные минусы в плане того, что когда он крутится, ему могут накинуть обезоружие, все, он просто покрутится, использует свою способность просто в никуда и делай, что хочешь. Кстати, ребята, автофокус на моей вебке идеальный, как вы можете видеть. Но я ничего не могу с этим сделать. Пока вебку новую не куплю, ничего сделать с этим не могу, поэтому уж извините за такое качество. Ну, надеюсь, оно не сильно, скажем так, мешает. Тут 6 магов собралось, и он мне, кстати, может вынести спокойно весь мой стол. Это обидно. Морфа я продам, я его уберу из билда. Иди сюда. Где этот морской волшебник? Где морской? Сюда. Обалдеть. Ну, обалдеть, реально. Ребята, кто такое видел? Ну, вот напишите мне в комментариях, у кого-то когда-то такое было. У меня это впервые сейчас просто. У меня такого никогда не было. Мне нужно сейчас... Все равно, что у меня будет сейчас слабый стол. У меня... Хотя, наверное, лучше апнуть стол. Что-то мне так кажется, что лучше апнуть стол. Тут котел в двойку. Он без денег, но у него котел в двойку. Сейчас он может спокойно меня выигрывать. У него еще есть персик, у него есть мана. То есть там котел заряжен на 110%. А рыжего лиса, извините, он меня просто вынести может вообще без шансов. Так, я палку эту заберу. Мана плюс 40 или сломанный меч. Беру сломанный меч, потому что сломанный меч нереально нужен под убийц. Даже не сломанный меч, просто все, что повышает урон, намного лучше будет. Особенности, если вы играете еще и через ведьмаков. Если же у вас, допустим, не ведьмаки, а обычные убийцы, то минус армор это имба. Посмотрите, что творится. Алло. Успокойся, дядя, хватит. Жалко, ну, монетку не получил. Ну ладно, это такое. На самом деле, я бы стол в двойке поапал бы. Вот, мне кажется, надо. Мне кажется, надо стол в двойке апнуть все-таки. Но я, наверное, возьму все-таки уровень. Чем быстрее я возьму 10, точнее 8, тем лучше будет для меня. Если к 20 раунду у меня будет уже хороший уровень, то будет все хорошо. Минус, я же говорю, в том, что тут есть маг. Вот этот маг может просто порвать меня без шансов. Без единого шанса, я бы так сказал. Ну, посмотрим. Шансы у него есть огромные у этого мага. Кстати, вот это я вот все уберу. Хотя, может, и не стоило бы. Так, раз, два, три. Наверное, Скорпиона возьму, потому что станчик. И стяжечку возьму. То есть 3, 4, 5, 6. Жалко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гриттер. Вот еще один минус. Гриттер меня поймал. И вот что происходит. Я сейчас его вынес, но шансы проиграть были огромные у меня. Ой-ой-ой-ой-ой, стяжечка. Тренда, кстати, можно взять и поставить... Кстати, мобы. 3. Я хочу просто монетки попробовать подзаработать. Получится ли? Интересно. Стяжку сюда поставлю. Ну, это круто. Мне такое нравится. Я думаю, кому бы такое не нравилось. Я думаю, всем нравилось бы. Абсолютно. На самом деле, иногда собирают трентап от таких убийц. Потому что такие убийцы могут... Ну, короче, там тренд, у него самая сильная тычка в игре, по сути. Пока он там в тройку соберется, из всех 3 уровней фигур. Или, по-моему, Мар-3 самая сильная точка. Короче, у кого-то из них самая сильная тычка, и из-за того, что тренд быстро и легко собирается, его собирают иногда под убийц, чтобы получить максимальный импакт. Взлята Зеса, боже, какой же классный предмет. И взлята Зеса, и зимний этот. Но я возьму взлята Зеса, потому что это реально лютая имба. Вот взлята Зеса, тот предмет, который просто работает на гриттеров, это аж вообще нечто. На самом деле, я бы мог сейчас закинуть ману плюс 40 ему, вот этому персонажу. И, наверное, я поставлю просто в близ, он стянет всех. Правильно? Всех стянет, и я в это время накину. Снайпера поставил чисто для того, чтобы он накидывал свой урон. 70 тычка со старта неплохо. У всех тут 57, что-то такое. На самом деле мне нужно апнуть стол. Тут есть маг. Боже, я опасаюсь очень сильно мага. Это, конечно, не маг, но тоже неприятный чел. Мне надо рыжего лиса в двоечку апнуть.
Если бы у меня рыжий лис был в двойку, то я бы вообще, ну, как бы, не парился на этот счет. Чпуньк. Чпуньк. Сильно. Но у меня уже... Как же это выглядит красиво. Вот согласитесь, ребят, это очень красиво выглядит. Кен-кен. У него воины. Проблемные воины у него. Неприятные, я бы сказал бы. Очень неприятные воины, но тут еще больше неприятный маг. Опасный маг. На самом деле, если бы маг это дал зеркало в ЦМ-ку и ЦМ-ку сюда куда-то поставил, то были бы... Ну, не было бы таких огромных проблем. Кстати, тычка у Мар-3 90. Обалдеть. Я что-то как-то этого не замечал. Как бы. Я скоро должен встретиться с челом, у которого больше всего винстрики. Это, кстати, что это? А чё мне так больно было? Он мне вынес. Вот то, о чем я говорил, воины. Ну ладно. Я не понял, конечно, как он меня вынес, но я примерно понимаю, как он меня вынес. Чисто из-за того, что мне не приходило хорошее улучшение. Но я и так оборзевший, скажем так. Так, 3, 5. Ну, в принципе, эти ребята мне не нужны. Все, вот этих вот ребят я буду собирать, остальных не буду. Мне нужен 10-й. Я буду собирать ведьмачков, по-любому. И рыжего лиса буду керить. Круто. Да. Сколько ты мана даешь? 30. А если... А, ну, наверное, ты блинканешься быстрее, чем у меня получится стянуть кого-то, да? Будет классно, если вы у этого чела сейчас винстрик собьем. То есть сбили у меня винстрик, тут я собью винстрик. И все, в принципе, прекрасно. Минус этого рыжего лиса в том, что игра заранее просчитывает, куда вы прыгнете своими персонажами. И вот огромный минус этой игры. Рыжий лис только что просто в молоко свой прокаст кинул. Просто в молоко. Он его никуда не кинул, просто в молоко его кинул. Это огромный минус этой игры, то что ребята кидают свои прокасты в молоко. Спасибо ребятам. Вот спасибо разрабам, что они не делают до сих пор игру, чтобы она в реальном времени все просчитывала. Вот из-за того, что вот реально из-за того... Эй, ты... Короче. Ну ладно, я все-таки объясню, вдруг кто не понял. Эта игра, она просчитывает сразу раунд заранее. И только что вот был явный пример минуса рыжего лиса. Из-за того, что рыжий лис у меня кастил свою способность заранее в ту точку, куда должен был прыгнуть вражеский персонаж. А он туда еще не прыгнул, он еще в воздухе летел. У меня рыжий лис просто в молоко прокастил свой каст. Гениально. Я ничего не могу добавить, это просто гениально. Ну ладно, у меня сейчас 10 уровень уже скоро будет. Че я вообще как-то возникаю? Еще бы чел возникал, который имеет вот такое вот. На самом деле, у меня был обалденный винстрик, у меня было все шикарно. Минус. 2 воина. Просто они выкатили своих воинов. Я еще больше орну, если сейчас кому-то придет ранний Свен. То есть, не мне придет, а кому-то из них придет ранний Свен. Это вообще будет эпик фейл. Вот реально максимальный эпик фейл будет. Если кому-то из них приходит Свен, я вот с такой челюстью буду сидеть отвисший. Просто потому, что у меня 9 уровень, точнее 8 у меня было очень давно. Шанс на выпадение легендарной фигуры у меня был 1%, сейчас уже 3. И как бы сами, я думаю, понимаете мое негодование в том, что если им сейчас придет намного раньше Свен, чем мне, допустим. Ну, станчик. Ладно, станчик я больше верю. О, дезолятор. Как раз сейчас дезолятор мне и подойдет. Минус армор, дай мне? Ну, блинк. Кстати, блинк можно было бы, чтобы стяжечка максимально быстро была. Давай таки сделаем. Вы вдвоем будете прыгать в одну точку. Вы, ребята, тут остаетесь. Эти ребята тут остаются. Еще абсурд в том, что мне просто рыжий лис пока не приходит. Ну давай, о, 9 воинов, отлично, понял. Понял, я тебя услышал. 9 воинов, а значит, время ТБшки, время моих ведьмаков. С ведьмаками все будет намного проще, тут я не понимаю, кого ты керишь? А, ты керишь тролля. Ну ладно, кстати, минус. А я не могу перековать, ладно.
Я уже ж перековал точно. Сейчас они блинканутся в одну точку, это должен стянуть, и в принципе проказ должен в эту точку пойти. Но это все на бумаге. Как я знаю, оно будет все немножечко по-другому. Я, наверное, как-то вот так вот расстановку сделаю еще. Тут хотя бы еще не 9. Спасибо. Стяжка в одного. Мечтал о такой стяжке. Ну, кстати, меня сильно выносит. Вот просто взяли и законтрили меня своими воинами. Крысы. Но на самом деле мне, наверное, просто нужно было улучшиться и все. Мне просто сейчас до сих пор улучшения не приходят. А если я начну улучшаться довольно-таки поздно, то будет очень плохо все. Ладно, я 10 уже взял. Сейчас посмотрим. Немножко из инкама вышел. Можно вообще жрецов собрать, но если б не гритер. Из-за гритера я жрецов не могу собрать. Тут будем собирать свою синергию, которую я планировал. Нужен мне 1 ТБ. Просто 1 ТБ. И, в принципе, все. Так, давай тебе вот эту шмотку дадим. Просто стяни мне максимально быстро. Так, это у нас нежить. А стяжка была, а то я не заметил. А, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут еще... Ой-ой-ой. Тут нежить. 9 нежити. Без денег, но с 9 нежитями. Обалдеть. Свен. Так, Свен мне понадобится. Этот стан, он мне нужен. Девять воинов. Маги. Короче, если бы еще и не маг, я бы себя, наверное, чувствовал поувереннее как-то. Так как есть маг, я не особо себе уверен. Опять, нежить, ты сейчас прикалываешься. О! Вот это дает, Свен. Джару. А, у него массовая тычка, точно. Может его в двойку собрать под керри и просто сыграть через него. У него тычка слабая, понимаете? Вот сколько у рыжий лис 4-8. А ну, может это я просто слабый. А тычка у него нормальная. Не знаю, тут еще надо с этим магом посмотреть, точнее, с этим мертвецом посмотреть, что к чему. 2 воина собрались, огромная проблема. Но эта проблема решится сразу, как только я соберу ведьмаков. Вот серьезно, проблем не будет от слова совсем. Ну ладно, мага я вынес. Мага я вынес, это хорошо. Он без денег еще, вообще шикарно. Короче, против воинов нужны ведьмаки, по-любому. МК пришел, шикарно. Звери, нет, не шикарно. Шикарно, не шикарно. Вот это я дал. Дал. Угу. Так, раз, два, три. Если, в принципе, тебя закинуть, палка, я думаю, поярче будет. А в тебя закинуть блинк. Где твой блинк? Вот. В принципе, если Свен реально в двойку приходит, то, по сути, я и воинов должен перебивать. Вот если теоретически так подумать, то я должен, по сути, и воинов перебивать. Потому что тычка у него там... ошеломительная. Минусов просто много. Так, ТБ-1 есть. Еще и ДК есть. Ой, ДК. Дракира. Обезоруж есть. Двухстволка есть. На самом деле куча лишних предметов есть. Ух ты. Это хорош. Это хороший предмет.
Не, ну Джакира... Ну, в принципе, можно попробовать сделать, как мне писали в комментариях. Собрать 5 драконов и... ведьмаков. Под Свеном, ваншоты, все дела. Еще и Киру сверху можно накинуть. Ладно, сейчас попробуем. Ну, я сейчас подумаю, конечно, но попробуем. Потому что, по идее, я бы хотел сделать себе убийц 6 штук и ведьмачков. Это было бы очень сильно. Боже, как МК мощно дает палкой своей по горбу им. Так, иди сюда. Иди сюда. Улучшение. Просто кунка, это стан. Небольшой, но стан все-таки, да? Вот сидишь и думаешь, что же лучше будет. Ну, Свен пришел. По идее, реально можно попробовать Свена собрать. Единственное, мне нужны будут предметы 4-го тира. Почти маг-дракон. Что, но маг-дракон это проблема. Он еще почти 9. 9 магов собрал и 5 драконов. Ну, ему чуть-чуть там не хватает буквально. Ладно, сейчас будем смотреть. Просто кунг-фу панда заэвейдила стан. Вот это смешно. Дрейзер, который играет... ну, ладно. Показываю без смс-регистрации, как может быть все хорошо, а потом резко все плохо. Марси в тройку, обалдеть. Обалдеть, там гриттер огромный. Это плохо для меня. Мне еще волшебники не все пришли. Ну, Свена как-то долго искать. У меня 48 хп, у меня не очень ситуация. Будем говорить честно, ситуация очень плохая. Есть еще нежить, которая с МКБ совсем... Я вообще за нее забыл. То есть, если я сейчас нежити проиграю, очень сильно проиграю, то все. Пасочки мне будут. То реально мне будут пасочки. Я даже сюда МК поставлю. Не знаю, пусть пока Джакира будет вместо Мартретки. Так, это 9 воинов. Тоже не очень хорошо. После игры кинь ссылку на твой канал. Кину. Давай, плюнь. А где мой... Ой, как хорошо. Так, кто вылетел? Маг вылетел. Шикарно. Но тут дум огромный. Он еще с возвраткой. Боже, алло. Не надо. Не надо, дядя. Так, отлично. Улучшение есть. Боже, какие персонажи приходят? Но не приходит то, что мне надо. Вот это плохо. Ладно. Сколько у меня драконов? Раз, два, три. 3 дракона. Мертвец очень опасный. Что с ним делать, пока не совсем ясно. На самом деле, надо вместо Джакира сейчас поставить, чтобы у меня не поумирало очень много людей и смог себя чувствовать. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Почти вынес. Чуть-чуть не хватило. Боже, чуть-чуть. А можно... Просто не приходит один.
Я, наверное, все-таки Гримтача оставлю. Я, наверное, Гримтача все-таки оставлю. Сейчас я Вайпера нашел. Этого нашел. Да, я сделаю Свена под керри. Так, отлично. У меня есть ведьмаки фуловые. В принципе, можно будет перестроиться и уже чувствовать себя более-менее лучше. Просто есть проблема, это Гриттер. Гриттер может наваншотать очень сильно. В принципе, кстати, о Гриттерах. Блин! Ладно, я надеюсь, я сейчас хотя бы от мобам не откисну. Или откисну. Вроде бы нет. Так, стан. Стан еще от Варлока. Хорошо. Пак, точно, пак нужен. Сейчас, подождите. Пака не хватает. И вот этот вот предмет. Отлично. Пак. Нужен пак. Отлично, тоже пойдешь. Возвраточку. Сильно. Вот это выглядит сильно. Еще 2 меча, чтобы точно ваншоты поприлетали чувакам. Отлично. Еще надо нежить убрать. Мне нужен пак, либо ДК. Лучше, конечно, ДК. Свенчик, отлично. Так, Джакира, иди гуляй. Ну, ДК. Пак тоже пойдет. Мне просто вместо одного вот этого, чтобы у меня бафа нежити не было, дебафа вот этого. Так, ну все, смотрим. Единственное, что надо немножечко сейчас расстановку другую сделать, потому что... Обалдеть, какой Свен! 2400 урона! Это красиво. Не, это очень красиво выглядит, конечно. Вот это выглядит красиво. Чибраба. Боже, посмотрите, какие предметы падают. Я считаю, шик. Правда, эти предметы мне не нужны. Так, остался шаман. Остался чел на своем кунг-фу. Я надеюсь, что ты сейчас приколишься. Я тебе ваншот, наверное, хочу прописать по лбу. Автохекс мне еще, чтобы главное не прилетел. Кстати, он же горд поставил. Из-за того, что он горн поставил, у меня могут быть лютые проблемы. Ну, сейчас посмотрим. Вот видите то, о чем я говорил? Еще и безоружец сработал. Главное, чтобы не с минус 43. Мне надо керри поменять. Но это кунг-фу. Вот это реально это кунг-фу. Вот это вот бесячее кунг-фу, которое убивает, во-первых, тебя шмотками, во-вторых, ты просто не успеваешь тотем рога забрать. Но надо сейчас поменять расстановку, и будет все намного поярче. Намного поярче будет. Мне бы еще Блинк найти и МКБ. Вот МКБ нашел, было бы намного лучше. А если Battle Fury нашел, то вообще была бы песня. Но если бы ДКБ во рту росли грибы, знаете такую фразу?
Так, Вайпер у меня в двойку не нужен. Пак, в принципе, нужен. Так, этот выиграл его, отлично. Если я выношу воина, он выносит его, мне, в принципе, все устраивает. Мне не нравится то, что здесь есть чел на кунг-фу своем. Если он здесь, то он будет здесь, поэтому я ничего пока что менять не буду. И на самом деле можно было бы ТБшку апнуть в двойку. Знаете, в чем сила вот этого вот билда? Сила в том, кстати, можно дать плевок Джакира. Короче, сила этого билда в том, что он сразу закастовывает свою способность. Получается, всех демонов, которые здесь есть на столе, они тут все 10 штук, максимальный бонус своего скилла. То есть за каждого демона он получает бонус. Только я не помню, на сколько бонус. То есть процентаж 60%, по-моему. А, увеличено 110. Ну, давайте посмотрим. Вот, 2400 урона. Это просто ваншоты всем. А, я ваншотнул себя. Просто ваншотнул себя. Я надеюсь, он сейчас кунг-фу вынесет. И я просто поиграю против чела 1 на 1, и будет все у нас хорошо. Я себя ваншотнул, потому что у него небесный щит. И просто убился об небесный щит. В принципе, почему нет? Вот видите, опять он просто взял. О, предметы. Пошли предметы убивать друг друга. Нормально. Мне бы МКБ и Battle Fury. Лучше Battle Fury. На скорость атаки у меня есть, но мне нужно МКБ, чтобы попадать по ним. Вот я его опасаюсь очень сильно. Если сейчас мои ребята будут прыгать... Мне, знаете, что нужно? Блинк. И Battle Fury. Блинк и Battle Fury. Так, ты тут. Значит, тут. Возьмем так, сделаем. То, что он, конечно, броню себе набрал, это хорошо, но броня против меня не работает. Это очень хорошо. Кунг-фу фуловый горн, это, конечно, сильно. Мне бы, на самом деле, бессмертие какое-то пошло бы просто на ура. Чпунг. Это красиво выглядит. Билд очень красивый. Маги дракона. Ой, Башер, Батл... Чтобы вы понимали, все эти предметы, они мне нужны. Единственный плюс Battle Fury, то, что я сделаю ваншот. Минус, попадать по чуваку не буду. Но я возьму Battle Fury. И, наверное, плевок этот я отдам все-таки тебе. А тебе я отдам так. Хотя, подожди, это ж не работает. Забыл. Это ж так не работает. Бессмертие. Вот бессмертие, кстати, я возьму. В принципе... Не, ну, ладно. Взгляд АЗС, мне кажется, будет посильнее. О, посмотрите, какой ваншот, боже. Я надеюсь, что я сейчас еще вынесу этого кунг-фу и все. Кстати, возвратка только что сработала. У него куча уклонения там. Оп. Все. До свидания. Ну все, тут я без шансов, скорее всего, ношу чела, поэтому я спокойно сейчас сраливаю все. Может, хотя бы получится собрать мне вот этого типочка, троечку. Одного. Яйцо скипну. Пролез, но. А куда ты его поставил, слышишь? А ну вернись. Бэм. Боже, это сильно. Это красиво. Писали в комментариях, попробовал, реализовал, сказал, что это нереально сильно, это очень мощно, это очень круто. Против кунг-фу Горн, конечно, тяжело было, потому что Горн и кунг-фу убивают своими предметами, как мы видели. Но, в принципе, ребят, что думаете вы? Пишем в комментариях, не стесняемся. И не забываем оставить под этим шикарным роликом свой лайк, комментарий.
по поводу всей катки в целом. И подписаться на мой телеграм, в котором я веду свой личный блог, пишу по обновлениям этой игры, а также пишу, когда у меня будут стримы. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо, всем удачи, не забываем подписываться на YouTube, на телеграм и оставить свой лайк. Всем удачи!